Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на специальный выпуск, в котором мы познакомимся с Романом Залесским, более известным общественности под ником Ксеромастер. Роман занимается созданием дополнений для автосимулятора BeamNG Drive, и на его счету находится более 35 разнообразных модификаций. Он любезно согласился ответить на все наши вопросы, а также вопросы подписчиков, за что ему отдельное большое спасибо. В этом ролике вы узнаете много новых подробностей о том, как создаются и из каких этапов состоит процесс создания модификаций, какой набор программ для этого используется. И это далеко не все. Не забудьте подписаться на канал, ведь у нас много различных роликов по BeamNG Drive. Также загляните в официальную группу Романа во ВКонтакте. Там постоянно появляются свежие моды автомобилей и новости о их разработке. А теперь поехали! По техническим причинам этот диалог озвучен одним голосом, но ответы будут дополнительно выделены для лучшего визуального восприятия. Роман, первый вопрос, с которого хотелось бы начать интервью, звучит так. Как давно ты начал заниматься моддингом и чем для тебя в первую очередь является создание модификаций? Я занимаюсь созданием модификаций уже целый год, и для меня этот увлекательный процесс является просто хобби. Как пришла идея делать модификации? Вообще я всегда ждал, когда выйдут какие-то новые моды, так как в бимку без них играть скучно и однообразно. Довольно долгое время хотел сам научиться их делать, и вот результат. Ты можешь поделиться со зрителями своими первыми созданными автомобилями? Да, чудом сохранились скриншоты первых двух модификаций Bugatti и Mercedes, и по ним видно, что вначале получалось так себе. Прогресс за 1 год просто впечатляющий. Сейчас ты радуешь нас действительно интересными и с душой сделанными модификациями, как, например, Lada Priora, о которой мы подробно рассказывали в последнем выпуске лучших модов. И сколько же времени ушло на ее создание? Конкретно на Приору ушло 2 месяца работы. Много ресурсов было потрачено на проработку 52 разных конфигураций, а также пришлось немного повозиться с расширением радио, с помощью которого можно слушать музыкальные композиции прямо во время движения. Но все же обычно на создание одной модификации тратится около 3 дней. Если же приходится моделировать модель с нуля, то в таком случае уходит где-то месяц. 3 дня и целый месяц. Очень большая разница. Получается, что есть какая-то хитрость, позволяющая ускорить создание модели. Да, можно сказать и так. Некоторые автомобили получаются в процессе глубокой переработки уже существующих модов для GTA San Andreas. Я беру готовые внешние элементы, такие как кузов, экстерьер и интерьер, и адаптирую их для использования в BeamNG Drive. Ты научился всему сам или использовал какие-то гайды? Много ли потратил времени на обучение? Сначала меня учил Sanars 26, тогда он еще не имел большого опыта в создании модификаций и обучил только базовому уровню. На это ушло где-то 6 дней. И с того момента и по сей день я учусь чему-то новому сам или при помощи друзей. Думаю, многим зрителям, да и мне в том числе, будет очень интересно, как происходит процесс создания модификации автомобиля для игры. Можешь рассказать? Боюсь, описание этого процесса в подробностях может занять не 1 час, но я все же постараюсь рассказать максимально кратко, и чтобы при этом был понятен общий ход действий. Весь процесс делится на несколько этапов. Первый происходит в программе Blender. В нем разделяю модель на отдельные детали и элементы для того, чтобы впоследствии их можно было анимировать. Под анимацией подразумеваю открытие некоторых деталей и подвижность руля, стрелок приборов и другое. Об этом расскажу чуть подробнее во втором этапе разработки. Затем я беру наиболее подходящую модель стандартного автомобиля, созданного разработчиками BeamNG, но учитываю класс и тип кузова. То есть для будущего мода внедорожника берется соответствующая модель джипа, а для переднеприводного хэтчбека подходящая легковушка. После я адаптирую скелетную часть, а также редактирую такие параметры, как характеристики двигателя, передаточное отношение к коробке передач и некоторые другие настройки машины. Кстати, модмейкеры редко создают свою подвеску, так что в основном мы берем ее от стандартных авто. От общих затраченных ресурсов на всю модификацию уходит где-то 40% времени. Второй этап, простите меня за выражение, самый геморройный. Он заключается в портировании текстур при помощи программы TXD Workshop из первоначальной модели для GTA San Andreas. Далее я пишу код разной степени сложности в программке Notepad++, чтобы полупрозрачные и окрашенные элементы по типу стекол и панелей кузова отображались так, как им и положено отображаться. Также не забываем про светящиеся элементы фар, фонарей и поворотники, анимированную приборную панель и рулевое колесо, подсветку кнопок в салоне и так далее. То есть мне
мне приходится вручную прописывать код абсолютно для каждого элемента 3D-модели. Также для некоторых модификаций дополнительно создаются некоторые детали тюнинга. На этот этап уходит где-то 45% времени от всей работы. А вот третий этап не обязательный, но он весьма позитивно влияет на общее восприятие модификации. По большей части он состоит из создания скинов и небольшой корректировки текстур. Лично я произвожу все эти действия в онлайн-редакторе Pixlr, да и времени на этот этап уходит не так уж и много, около 5%. Собственно, после этого получается модификация. Нужно ли оптимизировать мод и проводишь ли ты какие-то действия по этому поводу? Да, нужно. Я сокращаю количество полигонов на модели, преобразую треугольники в четырехугольники и стараюсь удалить лишние детали. А почему для корректной работы материала нужно менять его название? Изначально у модели выставлены одинаковые материалы на некоторые совершенно разные части, так что для корректной работы необходимо на каждой из деталей задать правильный материал, который вам нужен. Какие веселые баги ты встречал при создании? Я задавал слишком большой вылет колес, и их отрывало в разные стороны. А еще машину разрывало по частям при выставлении слишком маленькой массы деталей. Да, создание модификаций очень интересный и сложный процесс, требующий определенных навыков и большого желания этим заниматься. Такой труд определенно заслуживает достойной оплаты. Тебе удавалось монетизировать свое творчество? Да, могу рассказать даже небольшую историю, связанную с продажей модификаций. Сначала я разместил 3 мода в группе ВКонтакте по цене 100 рублей за штуку, но спрос был настолько большим, что сделал еще 4 автомобиля. К сожалению, все эти модификации не обладают какой-либо защитой от пиратства, и их через какое-то время слили в открытый доступ, при этом присвоив все мои разработки себе, указав не мое, а свое авторство. Но больше всего мне обидно не за момент этого слива, а за тех людей, кто покупал эти моды. К слову, в общей сложности их купили около 75 раз. Хотелось бы обратиться ко всем зрителям, кто заинтересован в выходе новых модификаций для BeamNG, и попросить вас не заниматься распространением платных модификаций. Это несправедливо по отношению к модмейкерам. А вместо рекламной интеграции хотелось бы напомнить о том, что вы можете поддержать канал при помощи спонсорской подписки YouTube. Для этого просто нажмите на кнопку «Спонсировать» под роликом и выберите удобный для вас уровень. После этого вы получите несколько приятных плюшек и дополнительные привилегии. Этим вы также поможете развитию канала и ускорите выход следующих роликов. Спасибо! А теперь возвращаемся к основной теме ролика. Роман, как ты выбираешь прототипы автомобилей для создания последующих модификаций? Обычно я создаю моды тех автомобилей, что больше всего мне нравится в жизни. Разве что Lada Priora появилась по желанию одного человека, но в остальном выбор основывается на моих собственных предпочтениях. Многие игроки BeamNG Drive сталкиваются с тем, что старые моды либо работают некорректно, либо не работают вовсе. Занимаешься ли ты поддержкой собственных модификаций под новейшей версией автосимулятора? У меня всегда есть желание обновить свои моды под актуальную версию игры, но, если честно, как-то руки не доходят до этого, да и считаю более важным заняться разработкой следующих, еще более интересных модов. Помимо автомобилей, не было ли желания попробовать себя в создании модификаций карт? На самом деле попытки создания были, но встроенный редактор карт в BeamNG отбил это желание. Не очень хочется в нем разбираться. Чего больше всего ждешь именно ты от будущих обновлений BeamNG? Для меня самое главное карьера, остальное менее значимо. Также в более ранних версиях игры существовал удобный встроенный инструментарий для редактирования скелетов, но в новых версиях от него почему-то отказались. Надеюсь на его возвращение в будущем. Дружишь ли ты с другими модмейкерами и будут ли коллаборации с ними? Насчет коллабов не знаю, но дружу со многими ребятами. Можешь спойлернуть следующие модификации? Да, делаю кое-что масштабное по мотивам игры, которая нафиг никому не сдалась. Ну и еще хотел пару приваток сделать. Наверное, меня сожрут за это. Во что играешь помимо BeamNG Drive? Go топ-5 твоих любимых игр. Половина просто любимые, а в остальные играю до сих пор. Это CSGO, несколько частей Need for Speed, Insane, Doki Doki и Street King на Android. Понравился ли вам такой формат интервью? Делитесь впечатлениями в комментариях. Оценивайте этот ролик лайком или дизлайком. Подписка и репост также приветствуются. А именно этот выпуск был посвящен интересному общению с разработчиком дополнений для автосимулятора BeamNG Drive Романом Залесским. Смотрите наши другие полезные и интересные видео по BeamNG Drive и другим играм. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Всем пока.